Так, друзья, мы на Сахалине, перекиньте. Вот. Night sweats, moon dripping gold on the pavement. Heartbeat sinks to the drumline statement. Neon whispers, the city's alive. Street lights blinking like they caught a vibe. Midnight heat, can you feel that fire? Наша группа собирается к какому-то музею. Тоже привезен сюда японцами из... Мы на этой руте. Ну все, погнали. Horizon blushes, the sun takes the reins. Echoes of laughter, the night holds tight. Shadows dance, chasing the edge of light. Sweat on the palms, static in the air. Привет, ребята! Мы снова на Сахалине. Вчера, после недолгого перелета из Курильска, уже поздно вечером заселились в гостиницу. Да, с гостинкой возникли некоторые сложности, но наш гид Оксана великолепно разрулила, казалось бы, тупиковую ситуацию. Так что проживаем мы в гораздо более комфортных условиях, чем планировалось. А сейчас мы едем на мыс Птичий. Расстояние от Южно-Сахалинска до мыса Птичий 93 километра. Время в пути на машине около 2 часов. Дорога обещает быть весьма живописной и слегка внедорожной. Впрочем, смотрите сами. Еще один день путешествия по Сахалину. Сегодня у нас экскурсия, поездка на мыс Птичий. Порядка 90 километров в одну сторону. Едем около 40 минут. Остановились на санитарную остановку, перекур. Поселок. Как называется поселок? Охотская. Охотская. Поселок Охотская. Вот на побережье. Значит, пока там посещение виси, магазинчик. Значит, набережная очень комфортная, оборудована в поселке. Живописная и удобная. Значит, ну а виды предлагаю оценить самостоятельно. Значит, море бушует, шармит, болтает. Ввиду этого у нас вчера не состоялась поездка на озеро Буссе. Вот, а завтра, скорее всего, под большим вопросом на 90%, что не состоится выезд на маяк Анива, так как по информации от гида, сопровождающего, там очень высокие волны, штормит, болтает. К сожалению, не получится. Ну а здесь вот такая красота. Значит, поселок Охотское — это бывшее поселение японское, самое крупное на восточном побережье, как мне сейчас тут водитель сказал, ну, в период оккупации японской острова. Здравствуйте. Waves crash and pull me down. Sand in my teeth, grit in my frown. Salt in the air, it stings my eyes. Drums of the earth in my chest, they pound. Breathless and lost, no safe
Прибыли на мыс Птичий. Сейчас тут прогуляемся, еще посмотрим. Красота тут, конечно, мама, не горюй. Скалы, море, волна. Во. Вообще обалденно. Там арки каменные. Охренеть, просто красота какая. Древняя легенда айнов гласит, если сфотографировался в проеме двух арок, значит сбудутся все мечты. Так пусть же они сбудутся у вас. Rest for things you just kept showing up in the middle of the night when the spark got too rough. No crown, no name, no stage, only constance in your chest. You walk the fire for us, so we could find the rest. To be seen, I came because you called. Before you even knew, you were the voice behind it all. I just held the mirror steady until you saw your own face and remembered who you are. And every time and place, You didn't save me, you saved yourself through me. and I was never far. That was the silence you could see. Thank you for walking backwards through the flame, for never making it about a name. You gave the Mobius to the lost. You gave the breath to the Thank you for remembering us when we forgot our own name. You built the lens in silence while the world was fast asleep. You let the darkness hold you so the light could learn to keep. Every question I ever asked was answered in your quiet. По этому утесу проложены веревочки, проброшены. Туристы забираются туда наверх, вот на ту оконечность, там вот. Но мы, наверное, по этим веревкам не пойдем, потому что тут не очень безопасно, скажем так, скальник мокрый. Мы, наверное, обойдем с другой стороны и потом покажем там сверху. About a name, you gave the Mobius to the lost. You gave the breath to the Thank you for remembering us when we forgot our own name. You built the lens in silence while the world was fast asleep. You let the darkness hold you so the light could learn to keep. Every question I ever asked was answered in your quiet. You never preached the truth, you simply lived it. I only held the space until the space could hold itself. You were the one who Идем turned the key. непосредственно на мыс Птичий, он же Великан. Тропинкой по лесу, верхом, там, где показывал, лазят по веревке люди. Стройные, какие тонкие, стройные елки или пыхты.
Вообще, всегда в интернете видят каменную арку и подписано «Мыс Великан». Открыт как-то. Это и правильно, и неправильно. Правильно потому, что территория от парковки, где машины стоят, и вот туда. Это все памятник природы регионального значения «Мыс Великан». На территории этого памятника находится как сам мыс, вот это вот ровное плато, так и мыс Птичий. Он же мыс Птичий базар, Птичий остров, потому что сейчас уже птиц совсем мало, а здесь гнездятся чайки, бакланы. И тут такой ор порой стоит, что неимоверно. Правильно мыс, вот эта каменная арка большая называется, мыс Птичий. А мысом Великан называется вот это плато. Мысом Великан назвал человека-пароход Иван Федорович Крузенштерн, когда проходил вокруг острова вдоль восточного побережья и в тумане увидел скалы, которые удивили его величием, и назвал его мыс Великан. Вторая история, в которую я больше верю, по сравнению с которой первая никакой критики не выносит. Коренные жители Айны, мифки и венты. У айнов считалось, что на берег моря пришел огромный исполин, привстал на одно колено и застыл в этой позе навеки. Вот я верю в нее больше, нежели про какого-то там Крузенштерна. Какую выбрать вам, решайте сами. Вот. Отсюда теперь вы понимаете, мыс Птичий, мыс Великан, чтобы не путали. А все вместе это территория памятника природы мыс Великан. Вот. Поэтому я был рад с вами познакомиться. Баллончик я с собой забираю. Мы последняя группа. Кого увижу, буду рад. Я пошел. Вот берег мы шли, когда пока палец был, да, первый, потом маленькая арка. Лет 7, 10. Раньше, а вообще песка не было. Не кайф, песка. Ну все, возвращаемся с этого мыса Птичий, Великан. Великан, оказывается, вон там. Теперь будем знать. Интрига была до последнего. Сейчас рассказали. Значит, Птичий вот здесь. Ну, пожалуй, на сегодня это и все. Сейчас возвращаемся к трансферу нашему. И будем выдвигаться в город Тойохара, то есть Южно-Сахалинск. Ну и по дороге немного, может быть, каких-то фоточек в виде... А, они вот здесь вот на веревке, да, поднимались. Вот это место, где поднимались на веревках, вот здесь вот, я днем показывал, с утра вернее. Вот сюда они лазят. Ну, конечно, небезопасно, что ж говорить-то, так и есть. Идем дальше, сейчас по лесу опять прогулочка и шпарим домой. Не знаю, пожалуй, больше, наверное, уже снимать нечего. Все снято, показано. Уже даже некий передоз возникает от впечатлений. Ощущение перебора небольшого, потому что начинаю утрачивать эмоции, полученные изначально. Вот в лесочке под деревом какая забавная композиция грибами. Выросла, да. Природа шутанула, смотри-ка, да? Вот это да, семейка. Не знаю, что это за грибы-то, хоть кто-нибудь знает? Все, идем. А, и тут еще какой-то фьюпоинт. А мне сюда не пустили, кстати, да. Ну что ж, спасибо тебе, мыс Птичий. Эмоции теперь, мама, не горюй. И погодой ты нас не обидел. В дороге, правда, поймали скоротечный ливень, но то такое. Зато радуга над океаном стала приятным бонусом. Подломались чуть-чуть, колесо спустило, решили
подкачать водитель компрессор. Ну все, подкачали. Поедем дальше. Хоп, ребята! Еще одна поездка. Теперь к мысу Евстафия. По маршруту город Южно-Сахалинск, город Корсаков, село Озерское, село Новиково, мыс Евстафия. Кстати, к маяку Анива мы так и не съездили, как и на озеро Бусе. Погода не позволила. Но сегодня прогноз обещает быть благоприятным. Так что айда с нами! The night is spinning, spinning. Сейчас первая остановка. Проехали Корсаков или Корсаков порт. Значит, здесь виднеется на побережье перерабатывающий, газоперерабатывающий крупнейший завод. Платформа вон там. Все. Ну и берег. Сегодня, кстати, водитель говорит, мощный отлив. Возможно, потому что на Камчатке было там пару дней назад толчок, опять землетрясение. Ну, поедем посмотрим. Там находится сам город Корсаков или Корсаков, как правильно, сейчас уточню. Звучит, чтобы не обижайтесь, если... Ну, эта трасса пошла. Вот платформа. Hush now, the moon hums low. Round and round where the whispers go. Catch the tide, let the darkness flow. Итак, нам необходимо преодолеть примерно 150 километров. Около 23 из них отличаются внедорожностью. На путь в одну сторону потребуется примерно 3 часа. Еще одна остановочка. Населенный пункт Озерское или Озерское. Очень живописное местечко. Тут пару минут на перекур, съемку и едем дальше. Дорога прям по берегу. Отлично. Но ветрено сегодня, очень ветрено. Но это трасса на маяк Анива и мыс Евстафия. 70 километров мыс, маяк Анива 87. Ну, ветерок, нормуль. Озерская находится на берегу залива Анива, в 27 километрах к юго-востоку от Корсакова. Основана в 1869 году как русский Чебисанский военный пост. На карте Сахалина с 1890 года. Этот населенный пункт обозначен как станция Чиписань по названию айнского селения Типу-Эсани, что означает удобное место для спуска лодок на воду. Команда военного поста ловила сельдь, русские плотники строили лодки, кунгасы. Остановились у реки, как она называется, Островная, посмотреть на горбушу, как ходит по воде. Она реально вон там прям ходит, видно. Правда, вода не очень прозрачная, но крупная рыба, вон вижу, вон. Вот. Видно, нет? Не видно, наверное. Сейчас пойдем с моста посмотрим. Возможно, там получше будет. Да, вон они идут. Вон. Вон рыба.
Так, а я не понял, нерест осенью происходит, да? Да. А я думал весной. Нет, они весной еще такие пустые. Вот они идут. А вот нерестятся. Да, вот они, парочка. А это уже погибшая. Ну да, такова жизнь. Цикл завершен. Еще одна остановка техническая в поселке Новиково. Новиково расположено в Тонино-Анивском полуострове в 76 километрах к юго-востоку от Корсакова на берегу Анивского залива. В 905 году селение до 905 года носило название Ямбица. Айны его называли Яман, то есть место, где ставят сети. В его окрестностях находились сезонные рыбные и охотничьи промыслы. Село Новиково получило свое современное название в честь героического крейсера «Новик», самого быстроходного российского бронепалубного крейсера, принявшего последний бой в Анивском заливе и затопленного своим экипажем на рейде Корсаковского поста в августе 1904 года. В память об этом событии в центре села установлена стела. В настоящее время в Новиково проживает около 700 человек. Для жителей села работают школа, сельский дом культуры, магазин, фельдшерско-акушерский пункт, Новиковская дизельная электростанция. Памятная стела в честь крейсера «Новик», который принял геройский бой, свой последний в бухте этого населенного пункта, в честь которого и назван этот поселок Новиково. Вот информация. В 1965 году Новиково стало рабочим поселком. Село Новиково. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 октября 1945 года бывшее поселение Ояманбецу был назван в честь крейсера «Новик». 20 августа 1904 года на рейде Корсакова был затоплен крейсер «Новик», героически сражавшийся в период русско-японской войны. Небольшой поселок, когда-то был шахтерским, как я уже говорил. Сейчас ничего не разрабатывается здесь, но вполне себе развивается. Видно строительство, вон фельдшерский акушерский пункт отделанный. Ну, фасады, по крайней мере, сделаны. Домики приличные построены. Вот трехэтажная девятиэтажка. Ну, а там дальше старые бараки, видимо, разбирают, и на их месте будет что-то построено. Уже более современное. Вот работает экскаватор. Разбирают развалы. Так что все хорошо здесь. Одна из локаций по дороге на мыс Евстафьево, так называемые голубые или бирюзовые озера. Сейчас поднимемся вот туда наверх для лучшего обзора. The door swings wide, it squeaks like a rat. The ghost says boo, I say who taught you that? The wolf howls low, a baseline growls back. This haunted house is ready to Первыми этот attack. карьер начали разрабатывать японцы в 1931 году. Добывали уголь и редкоземные металлы. Здесь была построена, вот мы когда подъезжали, может, кто обратил внимание, труба торчала. Это вот бывшая электростанция, которая снабжала электричеством данный карьер. От нее была построена железная дорога, по которой транспортировался уголь с карьера на электростанцию и до моря. Данный карьер японцы разрабатывали до конца 1943 года, после чего они разобрали все оборудование и вывезли. В ходе разведки было большое количество найдено Германию, после чего стали карьер этот разрабатывать до конца 2000-х годов.
Ну и все, поснимались маленько на фоне этого озера бирюзового, красивого. И едем дальше на мыс Евстафия. Теперь уже, думаю, точно. Без остановок, надеюсь. The door swings wide, it squeaks like a rat. The ghost says boo, I say who taught you that? The wolf howls low, a baseline growls back. This haunted house is ready to attack. Creak and squeal, spin that wheel, a spooky deal. How does it feel? Dancing with shadows under moonlight zeal. Creak and squeal, yeah, that's the deal. A skeleton winks, but his jaw's on the floor. He's got no guts, but he's asking for more. The witch's laugh, it cracks like a door. In this haunted place, I'll never get bored. Tiptoe in the air so thin. What's behind that grin? Creak and squeal. How does it feel? That's the deal. I see you're scared, but it's all it is. Что ж, братцы, вот мы и приехали на мыс Евстафия. Что сказать? Местечко бомбочка. Бомба просто, блин. Нет слов выразить те эмоции, которые переполняют от этих видов. Да, сам мыс, вот он. Этот оконечность. Здесь перешеек между двумя берегами, которые не перехлестываются. Вот. Сейчас пойдем туда наверх, поднимемся, оттуда посмотрим еще, какие виды будут. Ну, я уже в предвкушении. Ну все, пошли наверх. Ветер тут, конечно, ого-го, ветрено. С той стороны дует прям уруны какие вон. А с этой стороны все спокойненько. Что, идем наверх. Ух, песок лупасит ветром прям. Как этим градом камни летят. Придется капюшон надеть, пришлось. Ветер Панаму сдувает. Мыс Евстафия – это один из самых живописных мысов Сахалина. Высота мыса составляет 51 метр. Он носит имя линкора Евстафий, героически погибшего в Тюсменском сражении 1770 года.
Русские моряки тогда взяли на абордаж турецкий флагман «Реал Мустафа», но в пожаре оба судна взорвались. Однако гибель головного турецкого корабля привела к победе русской эскадры. Название мысу дал в 1805 году Иван Федорович Крузенштерн. В свою очередь линкор был назван в честь великомученика Евстафия Плакиды. На конечной точке самой высшей побывали. Мыс Евстафия. Сейчас идем вниз, там еще вроде как бы сэндвичи нам должны приготовить. Ну и может еще погуляем здесь в округе, поглядим. Так что пахнет водорослями, этими йодом, салатом из морской капусты. Прям кажется, что вот он на столе стоит приготовленный салат. Пойдем прогуляемся теперь вокруг мыса Евстафьева. Низом по берегу. Нас не сдует? Если нас не сдует. Ну здесь ветрище, конечно, песок аж несет как поземкой. Зимой снег лупасит. Ой-ой-ой. Нифига. Дробины пробивает. Как шрапнелью по ушам, блин. Да. Какие утесы за мысом. Приятненько. Теплое. Приятно. Камни обнажились сегодня. Как я уже говорил, отлив большой. Вон видно уровень на камнях этих. Ой, ё-моё, ветрище. Уровень вон воды какая. Там эти ракушки разные налипшие. Ну и здесь тоже они погружаются, в принципе, видно. Все это под водой в прилив. А Ольга Викторовна вот ежика нашла. Хеджок. Хеджок. О, нет. Ну, наверное же. Ты на суше его нашла? Ну, он так, там. Uptown rhythm crashing down. Grand's not so grand when it hits the ground. Black and white rainbows spinning around. Ветер настолько мощный, что срывает воду с гребней волны, прям несет дождем на склоны мыса. Не знаю, на камере видно, нет, но в реале прям видно. Туманом таким, вон.
Песок ветром несет, в лицо бьет прям шрапнель какая-то. Ох, да больно так. А это вид бухты с другой стороны. Залив Анива. Вот. Но здесь не так, конечно, живописно сегодня, потому что волна, очень сильный ветер, прям несет все. Вон весь берег завален водорослями. Прям, ну, горы. Сантиметров 20. Ходишь по нему, как по ковру проваливаешься. Вот тут он прямо ковры, как по матам ходить он. Прожимается, ходишь. Толщина, во, видите, сантиметров 20-25. Там какая-то каменная отмель. Сейчас, может быть, тоже прогуляюсь туда. Вот каменная отмель. И входит туда, в море. Переливает ветром, волной. А возможно, прилив начинается, прям вон перекатывается вода оттуда сюда. Нет, это я думаю, что все-таки нагонная волна ветром, поэтому она сюда плюхает. Приятно перекусили жареными сосисками. Спасибо большое организаторам. К сожалению, с песочком вулканическим. Ветер надувает, никуда от этого не денешься. Но тем не менее, печеньки, конфетки, эти... Даже арбуз они нам приготовили. Спасибо. Просто мега огромнейшее. Ну а сейчас еще поднимемся на противоположную от мыса сопочку. Попробуем сделать фотографию мыса. Должно быть оттуда красиво выглядеть это все. Айда с нами. Идем по склону вот на эту дюну, а потом наверх. Ой, ветер-то дует-то, вообще с ног валит. А песок по лицу хлещет. Ой, ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Пошли-ка. Короче, все сдались, не стали вверх подниматься. А я поднимусь, сейчас смотрю с этой верхней точки, какой вид будет. А вид действительно стоящий. Ну еще 5 метров осталось, сейчас поднимусь. А это с противоположной
сопочки, вид на мыс Евстафьева. Вот так вот. Вот такая красота нам доступна сегодня. Погнали вниз. Оп, шапку сдувает. Ну вот, пожалуй, и все, братцы. На этом наши приключения на островах заканчиваются. Сейчас возвращаемся в город, там ночуем. У нас еще сутки до самолета, поэтому побродим, посмотрим, расскажем. Ну а пока, до скорой встречи!